Всем привет, меня зовут Анна Грынев, и в эфире моя рубрика «Типичный журналист». Ранее я рассказывала, как готовлюсь к своим выпускам и о том, какое количество различных методических рекомендаций для начинающих журналистов я прочитала. Сегодня мы разберем одну из таких методичек, там много текста, но я выбрала сферу, которая меня в этот момент заинтересовала больше всего. Это советы о том, как правильно брать интервью и о том, какие вопросы нужно задавать. Почему я выбрала именно эти рекомендации для разбора? Потому что этот документ очень просто найти. Он выбивается в поиске буквально один из первых, когда вы ищете советы о том, как работать в кадре, писать сюжеты, брать интервью. И я понимаю, что огромное количество журналистов найдет этот документ и, возможно, будет на него ориентироваться. Мне показалось важно эти советы разобрать и сказать, что я об этом думаю. Ну что же, начинаем, и начнем мы с черного списка вопросов. Я даже выделила себе название той организации, которая дает эти советы. Называется она «Лига юных журналистов» и находится в Санкт-Петербурге. И, наверное, я бы не обратила на них внимания, если бы, опять же, повторюсь, этот материал не выдавался одним из первых в поиске. Итак, черный список вопросов. Чтобы не допустить самых глупых ошибок, ознакомьтесь с черным списком вопросов, советует нам автор этого материала. И первый пункт – не спрашивайте о цифрах. Объясняют его так: вы получите точный ответ, совершенно бесполезный для сюжета. В нем не будет умной эмоции, вам нужна оценка цифр, а не сама цифра. В целом мысль неплохая. Заранее хочу сказать, что здесь есть пункты, с которыми я согласна. Но этот пункт не такой однозначный, как вам может показаться. Безусловно, если у вас уже есть та или иная статистика, или те или иные цифры вам выдали в пресс-релизе, или те или иные цифры уже есть в открытых источниках, не всегда уместно просить, чаще всего у чиновника, например, эти цифры повторить. Но все равно этот первый пункт, и наверняка его вынесли первым, потому что считают его однозначным и бесспорным, не является таким. Иногда для сюжета важно, чтобы эти цифры произнес этот чиновник. Иногда суть новости и ее резонанс именно в той цифре, о которой говорит этот чиновник, или же это полицейский, или же это судья, или же это прокурор, тот, кто комментирует вам эту новость и это событие. Поэтому иногда вам нужно будет спросить о цифре. Да, безусловно, дальше вы должны попросить ту самую оценку этой цифры, но иногда очень важно, чтобы человек выдал. Иногда этой информации нет в доступе, и только тот самый чиновник и может вам сказать, сколько сейчас заболевших, какая сейчас реальная статистика, какой процент тех, кто там поступает туда и не поступает туда, какое соотношение в той или иной сфере. И в этом тоже нет ничего плохого. Иногда нормально спрашивать о цифрах. Поэтому пункт «никогда не спрашивайте о цифрах» точно вычеркивайте. И здесь же даю совет от себя. Если вы понимаете, что вам наговорили и дали много классной статистики, но вы не можете выдать ее просто синхроном или даже закадровым текстом, не забывайте о том, что есть такой формат, как инфографика. Подавайте какие-то интересные цифры в формате инфографики. Второй пункт тоже меня, честно говоря, немного удивил. Не задавайте уточняющих вопросов. Люди больше всего любят углубляться в мелочи, но вам мелочи ни к чему. Я всегда агитирую за то, чтобы вы обращали внимание на детали, обращали внимание на эти мелочи. Поэтому, если вам позволяет время и человек, с которым вы общаетесь, спрашивайте о деталях, уточняйте, задавайте много уточняющих вопросов. Второй пункт точно нет. Не спрашивайте лишнего, для этого требуется большая выдержка и опыт. Любой лишний вопрос уводит от нужного синхрона. Здесь 50 на 50. Я понимаю, что есть очень говорящие спикеры, и есть люди, которые не умеют говорить структурированно. И если ты уведешь их случайно не в ту сторону, то их монолог не закончится никогда. Они с одной темы перейдут на другую, на третью, на четвертую, и через 20 минут ты уже не вспомнишь, с чего вы начинали. Но очень трудно понять, что вопрос был лишним, не задав его, особенно если ты впервые контактируешь с тем или иным человеком.
Поэтому 50 на 50. Да, круто, если вы знаете уже этого спикера, вы понимаете особенности его речи, вы понимаете, что его может уносить в определенный момент на другие темы, и вы контролируете все, что спрашиваете, и так сокращаете время съемки, но мне трудно представить, как в обычных каких-то новостных репортажных обстоятельствах можно определить, что этот человек сейчас уйдет в сторону, и именно этот вопрос будет лишним. Да и плюс это же не прямой эфир, вы всегда можете корректно и аккуратно вернуть человека к нужной вам теме. Итак, дальше. Избегайте наводящих вопросов, в которых уже заключается ответ, так называемых закрытых вопросов. Не задавайте вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». И я знаю, что этот пункт и этот момент изучают и на факультете журналистики. Отчасти в нем есть правда, но только если вы после ответа «да», «нет» не спрашиваете больше ничего. Иногда, чтобы интервью получилось острым, достаточно ответа вашего гостя «да» или «нет». Посмотрите на то, что делает Дудь. Например, в украинской политике есть ряд вопросов, о которых вы однозначно догадываетесь, отвечая на которые можно уже понять судьбу того или иного политика и его вообще имидж в стране. То же самое касается и российской политики. Вспоминая Дудя, ему достаточно задать несколько вопросов и достаточно услышать «да» или «нет» от его гостя, чтобы очень многое для себя понять. И иногда после ответа «да», выдержав паузу, можно заканчивать интервью, потому что все и так понятно. Потому что это лучше, чем если он начнет вас водить вокруг да около, говорить какие-то общие фразы, рассказывать о том, что какие мы все за мир и так далее. Потому что и чиновники, и артисты хорошо знают, как налить воды и сделать так, чтобы увести вас от этой темы и от этого вопроса. Но иногда именно закрытый ответ «да» или «нет» сделает ваше интервью. Это если прям совсем пафосно и глобально об этом говорить. Но даже в каких-то небольших, точечных интервью ваш закрытый вопрос может стать классной подводкой к дальнейшему разговору. И в этом тоже нет ничего плохого. Иногда важно узнать, да человек или нет, чтобы продолжить с ним разговор. Поэтому я вообще не вижу ничего плохого в закрытых вопросах. Да, я знаю, что в учебниках по журналистике написано «но не задавайте», но мы же говорим о практике, о реальной работе. И ни разу не было такого, чтобы закрытый вопрос каким-то образом уничтожил или сделал ужасным мое интервью. Наоборот, эти вещи помогают подобраться ближе к человеку, лучше его понять. И все окей, задавайте закрытые вопросы, если вы так чувствуете, если вы понимаете, что это сейчас уместно. Плохо, если этот закрытый вопрос закрывает полностью тему. Например, вы делаете какой-то опрос, и человек, убегая уже по улице, не успевает, дает вам короткий ответ и не объясняет его, просто потому что вы некорректно сформулировали этот вопрос. Вот тут, конечно, можно придираться к тому, что нужно было по-другому поставить вопрос, и человек бы ответил на него гораздо обширнее. Но в целом никогда не задавайте закрытые вопросы, точно исключаем этот пункт. И я настолько эмоционально всегда реагирую на такие вещи, когда общаюсь со своими коллегами, у которых профильное образование, они рассказывают, что их на факультете журналистики учили и говорили не задавать закрытые вопросы. Не так давно этому обучали. И я вообще не понимаю, эти люди оторваны от реальности, или они не смотрят новости, или они вообще не вникают в какую-то повестку информационную. А здесь параллельно, когда на факультетах журналистики учат не задавать закрытые вопросы, сидит авторитетный ведущий ABC News, общается с Байденом и спрашивает: вы считаете Путина убийцей? И, наверное, этот журналист провалил бы все экзамены на факультетах журналистики в наших странах, потому что, это же закрытый вопрос. Но смотря реально на эти вещи, мы понимаем, что этот вопрос, наверное, сделает все интервью. Он будет самым популярным. Именно этот вопрос и ответ, закрытый ответ Байдена, да или нет, без объяснения, разнесут все остальные средства массовой информации, будут публиковать, цитировать и так далее. Поэтому я не то что не согласна с этим пунктом, я вообще полностью против него.
Следующий пункт. Не интересуйтесь творческими планами звезды, а также тем, любит ли она детей, сколько зарабатывает. Подобные вопросы задавали уже миллион раз, и ответ на них очевиден. Кроме того, они норовят внедриться в личную жизнь. Ответ будет таким, что вы не сможете поставить его в сюжет. Не интересуйтесь творческими планами звезды. Я согласна, что вообще формулировка «какие у вас творческие планы» и «расскажите немного о мероприятии» — это плохие тезисы и плохие вопросы. Опять же, мы закрываем методички и покидаем аудитории на факультетах журналистики и находимся на реальных съемках. Вы встречаете какого-то артиста при любых обстоятельствах, при которых вы попали на эту съемку, возможно, это съемки какого-то уникального клипа или презентация чего-либо. В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы поговорить о его творческих планах. Да, я бы формулировала это как-то интереснее, уникальнее, возможно, подбиралась бы к этому аккуратно и более конкретно подготовилась бы, изучила его биографию. Да, я согласна с тем, что нет смысла задавать одни и те же вопросы, которые уже и так всем известны, но обсудить какие-то творческие планы, если вы снимаете сюжет об этом человеке, нет ничего плохого. Ну и тут написано, не обсуждайте личную жизнь. Ну, конечно, когда вы новостной телеканал, наверное, это будет странно, если и вы снимаете о творчестве артиста или о каком-то интересном событии, награждении, еще о чем-то, и тут вы спросите, как у него в личной жизни, это действительно будет странно. Но если вы СМИ, которые специализируются на этом, а ваш спикер дал предварительное согласие на это или, наоборот, проявил инициативу и сказал, что он сам хочет этим поделиться, то окей, ну в чем проблема? Или же, если вы берете интервью у Бритни Спирс, которая только выходит из зала суда, и вы такие, я не буду спрашивать у нее, как ее личная жизнь, хотя в этом и смысл вообще всей этой истории. Ну, то есть я понимаю, наверное, отчасти, что хотел донести автор этих советов, но вот так вот однозначно писать «не спрашивайте и не говорите», но это тоже какой-то вообще человек, который, наверное, никогда в этом не работал, потому что, ну, все познается в сравнении, и все очень зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Итак, следующий совет. Никогда не начинайте вопрос со слова «скажите». Человек подсознательно настраивается отвечать как школьник перед учителем, вместо того, чтобы раскрыться перед вами. Я, конечно, не психолог, но я не думаю, что если вы скажете «скажите», то это прям как-то поставит в некомфортную обстановку человека. Я думаю, что ему плевать, с какой фразы вы начинаете ваш вопрос, разве что если это не какое-то неприличное начало. Никогда не произносите фразы «и последний вопрос», потому что никогда наперед не знаешь, какой из множества вопросов будет последним. Обычно это вызывает раздражение или смех у отвечающего. Я, как человек, который часто пользуется фразой «и последний вопрос», ни разу не видела, чтобы спикер ухахатывался или испытывал раздражение, когда я говорю фразу «и последний вопрос», потому что с чего бы вдруг. Иногда вы как раз можете снизить градус напряжения вашего спикера как раз этой фразой, когда вы понимаете, что его уже замучили все журналисты, что он уже столько раз отвечал на все вопросы, и он уже час дает какой-то брифинг, и он уже отвечает. И если вы просто начнете задавать свой вопрос, вероятно, он скажет: все, извините, я уже не могу больше. И как раз вот эта фраза «и последний вопрос», типа вот мы сейчас спросим и вас отпустим, он обычно смягчает немного уровень раздражения вашего спикера, который, возможно, очень устал. Да, бывает такое, что вы задали вопрос, а потом поняли, что вам нужно еще кое-что уточнить, но уточняйте. Нет никакого закона, который запрещает вам после фразы «и последний вопрос» задавать вопросы. И вообще это абсолютно нормально, когда вы с человеком обсуждаете какой-то тайминг, и вы ему говорите, это займет 5 минут, и если это займет 6 минут, то он не будет раздражаться и смеяться, и когда вы его ориентируете, и он понимает, что ваше интервью подходит к концу. Окей, никаких проблем. Обожаю эти советы, они мне очень нравятся, потому что мы уже 8 пунктов с вами разобрали, из 8 я полностью не согласна ни с одним. Так, дальше. Не углубляйтесь в область эмоций. Вопросы, что вы чувствовали, что вы переживали, было ли вам страшно и тому подобное, приводят большинство людей в замешательство, как будто предлагая им публично раздеться. Впрямую интересуясь переживаниями, вы не получите в синхроне умной эмоции. Я вот прям представляю себе, как молодая семья выходит из дома, который сгорел,
с вещами, с котами на руках, а вы такие: как прошел ваш день сегодня? Нормально спросить у человека, какие эмоции он испытывал в тот или иной момент. Нормально спросить у ребенка, если у вас есть разрешение на общение с этим ребенком, об этом мы много говорили до этого, испугался ли он, когда он услышал этот звук, куда он побежал в этот момент, что он сказал маме, или там спросить у родителей, что они слышали, с какими эмоциями они выбегали. Это абсолютно нормальные вопросы. Человек не будет чувствовать себя так, как будто он пытается, как будто он оголяется перед вами, или как будто вы пытаетесь как-то его подставить. Люди, которые переживают какой-то стресс, или хороший, или плохой, или какие-то яркие эмоции в целом, они хотят делиться с вами этими эмоциями, они готовы, они открыты к тому, чтобы об этом рассказать. Поэтому не стоит заходить издалека и делать вид, что вам это не нужно. Это абсолютно нормальные вопросы, поэтому да, интересуйтесь эмоциями людей. Тоже не согласна с этим пунктом. И вот опять же, советы для начинающих журналистов. И наверняка где-то на факультете журналистики тоже говорят: ни в коем случае напрямую не спрашивайте об эмоциях. А мы смотрим трансляции Оскара, и артист, который получает Оскар и спускается по лестнице, к нему подходит журналист и говорит: как вы себя чувствуете в этот момент, какие эмоции, и что... И опять на факультете журналистики ему говорят: не получишь наш диплом. Ну вот с этим пунктом я, конечно, согласна, но это, мне кажется, очень логично. Никогда прямо или косвенно не оскорбляйте собеседника, даже если этот человек вам крайне неприятен. Вы должны делать свое дело. Да, здесь я абсолютно согласна, и я думаю, что это очень логично, что вообще никто в своей работе никого не должен оскорблять, если вы работаете. Вообще, в принципе, оскорблять людей — это не очень хорошо, особенно когда это касается вашей профессиональной деятельности. И здесь, наверное, важно затронуть момент того, что вообще, если у вас какое-то предвзятое отношение к человеку, у которого вы берете интервью, лучше сделать все, чтобы ни он, ни зрители в итоге не почувствовали, что у вас предвзятое отношение к этому человеку. Ни к кому не обращайтесь на «ты», даже если вам тыкают. И да, конечно, здесь я согласна, и тут тоже такой важный вопрос субординации и вашего какого-то отношения к человеку. Есть еще такой момент, если вас попросили, например, перейти на «ты», но мне, например, некомфортно переходить на «ты» с незнакомым человеком, особенно если это человек взрослый, особенно если мы только-только познакомились, это какой-то взрослый авторитетный человек, и даже если он мне говорит: ой, все, давайте на «ты», я не смогу этого сделать, ну, никак. У меня столько раз были такие ситуации, когда мне говорят: давайте мы перейдем на «ты», и я понимаю, что я как бы соглашаюсь, но все равно продолжаю относиться к этому человеку и обращаться к нему по-другому. Поэтому, ну, если вас попросили, и вы считаете, что это можно сделать, то окей, но я бы все-таки не рисковала. Не спрашивайте ответственное лицо о том, что не имеет отношения к сфере его деятельности. Вы получите короткий, бессмысленный, а значит бесполезный ответ. Вам стоит ознакомиться с тем, за что отвечает этот человек, какие темы он ведет. Иногда это не страшно, когда человек говорит: ой, извините, это не моя сфера, вы лучше пообщайтесь с коллегой. Но иногда ваши вопросы могут выглядеть очень глупо, и вы просто подставите себя в первую очередь, задавая этот вопрос. Работая в пиаре с политиками, понимая сферы их работы, понимая их сферы ответственности и слыша некоторые вопросы журналистов, хочется, конечно, просто провалиться, потому что иногда такое ощущение, что они вообще не готовятся к съемкам и вообще не понимают, к кому они приехали на съемку. Поэтому просто, чтобы не подставлять себя как журналиста, предварительно подготовьтесь к вашему интервью. Не пытайтесь шутить, формулируя вопрос. Шутки в ответ вы не получите. Если ваша шутка хороша, вы поставите собеседника в трудное положение. Многих важных персон Класс. Мне так нравится стиль написания этих советов. Многих важных персон репортерское остроумие раздражает, а простые люди либо смеются, либо отвечают невразумительно. А если шутка не удалась? И 3 точки. Юмор вообще классная история для того, чтобы разрядить обстановку. Да, конечно, пытаться шутить, когда вы задаете вопрос, не всегда может быть уместно, а может быть иногда уместно. Но когда вы готовите человека к интервью, и когда вы понимаете, что этот человек, что это открытый человек, и
для того, чтобы наладить с ним контакты, для того, чтобы он почувствовал себя комфортно, для того, чтобы интервью было проще, открытие, чтобы он рассказал вам больше, чем рассказывает обычно, неплохо бы и пошутить. И даже если он посмеется, вы можете потом это вырезать, монтаж, все дела. Поэтому, если вы чувствуете, что это уместно, шутите. Но вообще тут так много пишет о том, что репортерское что-то там раздражает спикера. Там репортерский вопрос такой, остроумие, неумение того, неумение сего. Но я не знаю, я прям редко видела раздражение от человека, у которого я беру интервью. Вы должны понимать, что люди, которые дают вам интервью, 98% людей, которые дают вам интервью, не разбираются в том, как брать интервью или как вообще работает СМИ, как работают журналисты, как работает пресса. Поэтому то, как вы у него берете интервью, по его ощущению, вот так оно и правильно. Конечно, люди с опытом, люди опытные, они могут понять, что этот вопрос неуместен, это ему неинтересно, это ему слишком долго, но в целом никаких проблем. Не формулируйте простые вопросы слишком сложно, написано в 15 пункте, а я бы еще добавила, не формулируйте простые советы слишком сложно. Вообще не формулируйте ничего, что можно сказать просто, слишком сложно. Да, безусловно, я согласна. Хуже, это, кстати, в 16 пункте есть, не старайтесь блеснуть образованностью и осведомленностью. Хуже — это когда ваш вопрос длиннее ответа спикера, когда вы так долго формулируете свой вопрос, что за это время можно сменить съемочную группу и снять второй сюжет. Это вот есть эта история, особенно у взрослых журналистов. Это тот тип журналистов, с которыми вы еще не успеваете даже познакомиться и представиться. Они уже рассказывают, сколько у них наград, грамот, какие они заслуженные журналисты, и сколько президентов читали их материалы. И вот этот типаж журналистов, который я очень люблю, у которых почему-то всегда крайне плохие и устаревшие материалы, вот они, когда формулируют свои вопросы, это вот именно такая журналистика из 90-х. Мне почему-то кажется, что в 90-х она выглядела именно так. То есть сейчас темп журналистики очень быстрый, и даже начинающие журналисты понимают, как это устроено, и довольно быстро могут соорудить вопрос. А вот эти вот опытные глыбы журналистики, которые неспешно, начиная с даты своего рождения, заканчивая какими-то другими заявлениями, очень неспешно задают вопрос. И пока они в итоге формулируют свой вопрос, спикер уже забывает, на какой из пунктов он должен был ответить, что именно прокомментировать. Вот с этим я полностью согласна. Не формулируйте вопросы очень долго, я об этом тоже часто говорю, и не пытайтесь показать себя очень умным. Если вы умный, спикер это и так поймет, а если нет, то вы себя очень выдадите этими длинными вопросами. Не втискивайте в один вопрос сразу несколько. Они связаны друг с другом. Да, я отчасти согласна с тем, что когда вы набрасываете миллион вопросов, я отчасти с этим согласна, потому что, набрасывая много вопросов, то, о чем я сказала до этого, спикер может потерять нить, и самые хитрые и самые опытные могут ответить только на те вопросы, на которые им выгодно отвечать, и потерять те вопросы, на которые они отвечать не хотят. Но это тоже ситуативно. Нужно понимать, что все эти пункты не могут быть настолько однозначными. Некоторые более однозначные, но большинство из них все равно в реальной журналистике не выживут, потому что когда у тебя президент под боком, и у тебя есть только одна возможность выступить, и тебе дают микрофон только один раз, ты задаешь несколько вопросов подряд. И это нормально. И нормально в процессе ответа напомнить, что ответьте, пожалуйста, еще вот на этот и на этот вопрос. Эти рекомендации я нашла буквально там в первой или второй ссылке, когда ты ищешь какие-то советы для начинающих журналистов. И я надеюсь, что как можно меньше журналистов прочитают эти рекомендации или после этих рекомендаций перейдут на мое видео и посмотрят их. Потому что каждый этот пункт разбивается о реальную журналистику, и каждый этот пункт, который начинается с фразы «никогда», очень легко опровергнуть каждой второй съемкой журналиста, который действительно много и активно работает. Поэтому надеюсь, что это видео было для вас полезным.
Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, подписываетесь, общаетесь, пишите мне, делитесь своим опытом. Конечно же, мне интересно узнать ваше мнение. Расскажите, зашел ли вам такой формат, было ли вам интересно узнать мое мнение, смотреть разбор тех или иных рекомендаций, продолжать ли работать в таком формате. Я читаю все ваши комментарии, все ваши сообщения. И отдельно хочу сказать, что я в полном восторге от того количества ребят, которые пишут мне о том, что смотрели мои блоги год-два назад, а сейчас уже работают журналистами, делятся своими работами, показывают свои расследования, очень достойные расследования, безумно достойные сюжеты, и говорят, что буквально выросли как журналисты на моих блогах. Это, конечно, супер, и я думаю, что в этом и есть наша миссия. Жду ваши комментарии, и спасибо, что вы со мной. Счастливо и до встречи!